Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Еврочиновники рассматривают возможность запрета на спотовые покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году. Александр, а еврочиновники там совсем пытаются заняться энергосуицидом или как? О чем они? Тут довольно банальная штука. Давайте мы посмотрим на нее в контексте. То есть при оценке любой информации нам важен контекст. То есть сама по себе новость, она не очень важна, если мы не понимаем, а как она вообще связана с другими событиями. Вот. А связано следующим образом. Там сейчас в этом вашем Европейском Союзе, если вы смотрите нас из Европейского Союза, поставьте лайк, помашите ручкой в комментариях. Если не смотрите из Евросоюза, тоже поставьте лайк, помашите ручкой в комментариях. Вам не сложно, нам приятно. На канал тоже подпишитесь. Так вот, в Евросоюзе сейчас обсуждают какие-нибудь меры против российского газа. На данный момент нету значимых ограничений на импорт российского газа, которые стоило бы рассматривать хоть сколь-нибудь серьезно. У нас, к моему удивлению, к вопросу о том, что нужно понимать контекст, почему-то увеличение или снижение поставок газа в Европу трактуют с позиции «а вот несмотря на ограничения, происходит то-то, то-то», или «из-за ограничений происходит то-то, то-то». Нет ограничений на импорт российского газа, кроме чисто технических ограничений, которые касаются того, что какие-то трубы взорваны, какие-то просто недоступны. Иначе бы поставки российского газа шли бы в еще больших объемах. Но при этом действует план Европейского Союза, принятый в 2022 году, согласно которому к 2027 году желательно, то есть когда мы говорим план, это не совсем план, но об этом чуть позже, желательно к 2027 году полностью прекратить импорт любых энергоресурсов из России. Уже прекратили импорт угля полностью. Тут Урсула фон дер Ляйен недавно выступала на одном крайне важном мероприятии, и там она отдельно отметила, что вот смотрите, пацан сказал, пацан сделал, мы отказались от импорта российского угля, мы сократили импорт российской нефти, но все еще немножко импортируем, где-то так 12-13 миллионов тонн в год. Ну, извините, приходится, вот тут некоторые шалопаи просто никак не могут отказаться от этой нефти, но вот чехи уже работают над тем, чтобы полностью отказаться от российской нефти, а венгры со словаками почему-то все еще вот продолжают покупать. Наверное, потому что в Венгрии и Словакии заводы принадлежат венгерской МОЛ, и ей просто дешевле и удобнее покупать через южную ветку нефтепровода «Дружба». А там, знаете, может конфликт закончится, все побежали какой-то ерундой заниматься, терять деньги, а они вот посидят, подождут, а потом хопа! А, вы уже помирились? Здорово, а мы и не успели отказаться. Ну и хорошо, деньги не потрачены, нефть идет, нам хорошо, вам хорошо, всем хорошо. Вот. И в перспективе, мол, мы будем отказываться от российского газа. Однако вот в чем загвоздка. Сейчас есть одно ограничение, которое, как-то этого газа касается. А именно, нельзя перевалку осуществлять на территории Евросоюза газа, который идет в какие-то третьи страны. С одной стороны, это вроде как ограничение против нашего газа, потому что, это вот вы раньше могли совершить перевалку с этого вот судна на другое судно и повезти куда-нибудь там в Индию, в Китай, вот огибая Европу и дальше вот до каких-то азиатских потребителей. А теперь вам надо как-то по-другому выстраивать вашу логистику, что, разумеется, сложнее, возможно, дороже и как-то, может, проще продать в Европе. Как думаете? Так вот невольно вопросом задаемся. Может, проще в Европе продать? И вот с одной стороны это вроде как ограничение против российского газа, а с другой стороны это некий намек, что, ребята, куда вы везете? Оставляйте здесь. Не надо буквально это так воспринимать. Как намек, да, вполне можно. То есть никто никому не запрещает импортировать газ. Теоретически с 26 года страны Европейского Союза наделены правом вводить на национальном уровне запрет на импорт газа из России сроком не более чем на 1 год. Почему не более чем на 1 год? Потому что, с 27 года вы в принципе должны отказываться, но не обязаны, от закупки российского газа. А кроме того, станет понятно, а можно это сделать или нет? То есть вы ввели ограничения,
А мы со стороны посмотрим на вас, таких красивых, как вы справились. Кстати, ряд стран могут ввести такие ограничения. Например, Польша может ввести такое ограничение. Вы знаете, прям запрет. Запрет на импорт российского газа. Учитывая, что они не импортируют российский газ, учитывая, что они покупают, ну, во-первых, сократилось потребление, есть немножечко собственной добычи, есть возможность импортировать газ со стороны Норвегии и есть возможность закупать СПГ. Одно, другое, третье, хопа, ну и вроде как собственные потребности закрыты. Другой вопрос, что вроде как вместо угольных электростанций надо бы часть газовых электростанций поставить, и потребление газа может вырасти на рубеже 20-30-х годов, но это мы пока не касаемся, не трогаем, и вообще вот туда мы не смотрим, потому что страшно. Не нам, им там, в Варшаве, немножко страшно. Но ввести запрет можно, пожалуйста, раз вы не пользуетесь, то вводите запрет и очень сильно не пользуетесь российским газом. Аналогичным образом очень сильно себе запретить пользоваться российским газом может, ну, какая-нибудь Финляндия или Болгария. Ну, просто им газ не продают. Они не пользуются рублевой схемой оплаты. Ну, им газ не продают, извините, подвиньтесь. Он тут недавно страшное сказал, что в экономике кризис. Скажите ему, что в экономике кризиса нет. Пожалуйста, очень вас прошу. Нам не надо, мы за нее не отвечаем, мы только их слова пересказываем и их данные транслируем. Так вот, там кризис. А если цены вырастут, кризис усугубится. И начавшееся восстановление экономики в среднем по Евросоюзу, начавшееся восстановление спроса на газ в среднем по Евросоюзу обернется новым падением. Это если вы в условиях непонятно, чего там дальше будет с предложением, вдруг решите сказать: все, российский газ нам не нужен. Значит, нужно что-то другое. А что другое? А давайте мы введем запрет на продление долгосрочных контрактов с Россией на закупку газа. Такая тема обсуждалась. По крайней мере, если верить мировым СМИ. Не принято, но вот обсуждалось, еще раз, если верить мировым СМИ. Вполне возможно, такая тема действительно обсуждается. Тут в чем загвоздка? Если вы запрещаете, сам по себе запрет на продление долгосрочных контрактов с тем же «Газпром» экспортом, это не сказать, что прям удар по России конкретно. По двум причинам. Причина первая заключается в том, что Евросоюз в целом отказывается от долгосрочных контрактов. Он в целом со всеми поставщиками хочет избежать продления и подписания новых контрактов долгосрочных контрактов на газ. Это исходит и из их представления о прекрасном, о том, что они рынок покупателя, где все должно... Ну, куда прибегут обязательно поставщики, где поставщики обязательно начнут толкаться локтями и сбивать цены, поэтому идите все на биржу. Все на биржу. Какие долгосрочные контракты с нефтяной привязкой? Отказать немедленно. То есть это не против России будет, это в общем, это будет такой в общем ключе. И вот на включение подобного ограничения я даже смотрю, ну, как на довольно вероятное. То есть в какой-то момент что-то подобное могут, ну, если не принять с четким сроком вступления в действие вот этого ограничения, ну, по крайней мере, могут анонсировать на официальном уровне, что вот мы с такого-то года планируем ввести полный окончательный запрет. Ну, допустим, вот как-то так можно сформулировать. В эту сторону, еще раз, можно копать по той причине в первую очередь, что у Евросоюза в целом политика такова. Политика, в том числе, это связано с их представлением о том, что к 50-му году они полностью прекратят закупать, ну и полностью прекратят пользоваться ископаемым топливом. Разумеется, если вы заключаете долгосрочный контракт, это будет мешать вам полностью отказываться от этого самого ископаемого топлива. А вы этого не хотите. Вы хотите, чтобы к 50-му году никакого газа, нефти, угля, ничего этого не было, только телевидение, как говорилось в известном фильме. Кто понял, из какого фильма, обязательно напишите в комментариях, потому что, да, мы байтим на комментарии, видео надо продвигать. Так вот. И есть еще один момент, почему вот это может быть принято. Ну, потому что отказ от долгосрочных контрактов – это не отказ от газа. Ну, как-то газ, который идет через биржу, он идет не в рамках долгосрочных контрактов. И вы можете сделать какой-нибудь хаб в какой-нибудь
Турции, допустим, в Турции, и просто на этом хабе продавать газ. Его цена, что характерно, будет примерно такой же, как и у всех остальных, на всех остальных хабах в регионе. Понятно, немножко цена будет отличаться, там, в зависимости от конкретных условий в данный момент, но в общем и целом уровень будет примерно одинаков, отличаясь там, ну, на чуть-чуть. И в этом плане вы ничего не теряете, тем более если мы вспомним о том, что долгосрочные контракты «Газпрома» сейчас имеют биржевую привязку. То есть долгосрочные контракты «Газпрома», цена по долгосрочным контрактам «Газпрома» на газ с Европейским Союзом привязана к местным биржевым котировкам в первую очередь. То есть цена примерно такая, какая диктуется вот этими биржевыми котировками. Все. Тут вы, может быть, даже немножко больше за свой газ получите там в силу разных причин, о которых можем поговорить как-нибудь в другой раз. Вот. То есть это не отказ от газа, а звучит грозно. А вот предложение о том, что давайте мы спотовую торговлю запретим. Хорошо, а фьючерсы вы тоже запретите? Ну, чисто теоретически. Просто сейчас российский газ вообще не идет через биржу. Нету спотовых сделок с российским газом, их нету. Газ идет в рамках долгосрочных контрактов. То есть, если вот такой запрет принимается, то есть сначала принимается запрет на долгосрочные контракты, а потом сверху, и спотовую торговлю. Можно еще хуже сказать. Биржевую торговлю российским газом запретить. Вот в принятии такой нормы я лично сомневаюсь. По крайней мере сейчас, когда нет избытка предложения. Потому что в условиях, когда вы говорите о том, что мы вообще запретим продлевать контракты, вы, приняв еще вот такое ограничение, вы бьете не по текущему потреблению. Еще раз, газ вообще российский идет в рамках контрактов. Но в перспективе, если контракты будут, они завершатся, новые заключать нельзя, то что идти на биржу, а вам запрещено. Значит, что? Значит, полностью вводится запрет на российский газ. А это уже гораздо более болезненно. Это гораздо более болезненно по банальной причине. Сейчас крайней степени неопределенности на рынке наблюдается. Что будет с Европой? Непонятно. Что будет с экономикой Евросоюза? Непонятно. Что с мировой экономикой будет непонятно. Что будет с предложением газа? Непонятно. И вы в этих условиях говорите: ребят, мы точно сказали, газа российского у вас не будет. Да, не сегодня, через какое-то время. Что это вызовет? Это вызовет, пусть кратковременную, но панику. Да, потом котировки снизятся, потому что, попаниковали и хватит. Но это все не даст никакой гарантии, что в будущем, вдруг неожиданно, вы не столкнетесь с дефицитом газа. Дефицитом, который будет связан с тем, что вы не главный рынок на планете Земля. Вы не самый привлекательный рынок на планете Земля. Вы не тот потребитель, кому просто хотят продавать газ. Более того, вы потребитель скандальный. Вы потребитель истеричный, который, понятно, не сам, а вот в лице руководства, которому приходится подчиняться, постоянно кричит о том, что газ этот вообще будет не нужен. Ветер, солнце, только радость впереди. Вот это все, зеленое будущее. А вот это ископаемое топливо нам не нужно. Мы переходим на водород очень медленно. Мы буксуем, мы спотыкаемся на обе ноги, мы падаем, но мы встаем и идем в это зеленое будущее. Есть оно там, это зеленое будущее? Нет его. Нам вообще не интересно. У европейского политика нету цели, есть только путь. И вот мы по этому пути вот идем. Фиг знает куда, фиг знает зачем. И тянем с собой потребителей газа. Ну и на этих потребителей газа из-за этого смотрят, как нам. Сейчас мы вам продадим, но извините, подвиньтесь. Какие долгосрочные контракты? Вам нельзя. Какие долгосрочные планы с вами? Да нет, ребят, с вами бессмысленно. Вы сами говорите, что газ будет не нужен. И вот на этом фоне такого рода запрет выглядит очень грозно, но я сомневаюсь, что что-то подобное будет принято. А вот запрет на долгосрочные контракты, да, это вполне может быть. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. А на сегодня все. Всего хорошего.